Начинается. Замечательно. Приветствую всех, кто присоединился и кто будет присоединяться у нас параллельно на YouTube. Я немножко тут зависаю, да, чтобы все эти несколько экранов совместить. Ну что, коллеги, у нас сегодня интересная встреча. Выбрали мы тему как родители и как специалисты, которые сталкиваются с очень частой проблемой, когда мы замечаем, что подросток в возрасте, допустим, 13, 14 и так далее лет, но здесь у нас специалисты более точно ответят, в каком это возрасте, мы начинаем замечать, что ребенок худеет, ну, теряет в весе, там, футболочка висит у него уже на плечиках. Вот, он начинает говорить, а тортик я не буду есть, а ужинать я не буду. А может быть, даже куда-то минут на 40 уходит в ванной, его не видно и не слышно. И мы не понимаем, что происходит. Потом начинает себя ощупывать и говорит, так, у меня тут булочки какие-то. А в этот момент родители, невзначай, с любовью говорят, да ты моя мусечка, да ты же моя булочка, скажет, и все. И тогда мы потихонечку можем увидеть начинающееся такое у ребенка, как расстройство пищевого поведения. И вот где вот эта грань между тем, что это нормально следить за питанием и, допустим, вечером не съесть тортик, а где уже это не очень нормально. И вот эта тонкая грань в таком нежном возрасте, она очень-очень тонкая, и вовремя ее заметить, это нужно много что знать. Поэтому я пригласила сегодня себе в подкаст поговорить два прекрасных специалиста. Это психолог по РПП, по расстройствам пищевого поведения Екатерина Костенко, у которой большой опыт и автор книг по расстройству пищевого поведения, книги, и гинеколог Елена Геллер, которая также работает с девочками, с женщинами, и который нам сегодня расскажет, а как же важно нам физиологически женщина функционирует, и почему, например, если пропадают месячные, это, ну, типа, да, там, перенервничал или еще что-то, а как это на самом деле может влиять дальнейшую судьбу девочки, девушки и женщины. И я, человек, который тоже работает с расстройством пищевого поведения, могу сказать, что даже взрослые женщины, когда с низкой массой тела, они тоже теряют менструацию, и иногда это не всегда очевидно, что это связано как-то с питанием. И вот эту вот тонкую грань мы сегодня обсудим, и я думаю, что мы коснемся как психологических факторов, как в семье выстраивать коммуникацию здоровую, не токсичную, и не комментировать или комментировать тело, да, своего ребенка и себя в том числе. К сожалению, есть такое, да, у нас отягощенный анамнез, мы все время следим за весом, и ребенок это все видит, и это тоже все как бы передается. Вот эти вот вещи мы будем обсуждать. И, конечно же, природа, биология и психология это все совместимо, и поэтому сегодня у нас такие прекрасные специалисты. И я, наверное, пожалуй, начну с вопроса к Екатерине о том, что какие виды вообще РПП у подростков чаще всего мы наблюдаем, или же есть в науке, но и, соответственно, в практике. Как? Мгм. Могу отвечать уже, да? Да, 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 да. Да. Наташа, спасибо большое. Да, всем здравствуйте. В целом у подростков, в принципе, все то же самое, что и у взрослых, да, то есть это все те же виды расстройств пищевого поведения, которые и для более взрослой группы людей характерны. Наверное, мы немножко расскажем, да, что такое вообще РПП в двух Да, словах, да, что это вообще-то серьезное заболевание. Я все время это подчеркиваю, что это не блажь, это не каприз, это действительно серьезное такое нарушение психики, официальный диагноз, который есть в классификаторах болезней, и это психическое расстройство. Да, поставила пишем. запись. Да. Да. И, соответственно, не нужно это обесценивать. Вот что хочется, наверное, самое главное здесь сказать, что это серьезная болезнь, требующая помощи специалистов. И, наверное, три таких самых основных диагноза, которые мы и слышим чаще всего, и они действительно много встречаются, это анорексия, это, соответственно, истощение, да. Ну, мы, в принципе, все примерно представляем, как выглядит человек с анорексией, но вот интересно то, что бывает, человек формально выглядит неплохо, но у него могут быть все те же признаки
анорексичного поведения, как и у истощенного, да, ну, такая отдельная тема. Также у нас есть такой диагноз, как булимия. Это когда помимо ограничений в еде могут присоединяться еще переедания, и которые потом каким-то образом компенсируются. Они могут компенсироваться либо рвотой, либо это какие-то супер нагрузки прям вслед после переедания, да, то есть как попытка нивелировать вот этот срыв, либо это ограничение сразу же, питание сразу же следующее за срывом, как, опять же, попытка искупить вот эту вот вину. И вот тогда мы говорим о булимии. И третий, наверное, такой тоже важный диагноз – это приступообразное переедание, когда человеком за раз съедается действительно большой объем еды, который может даже дневной колораж превышать, и, как правило, там и потеря контроля присоединяется, какое-то вот это ощущение, что это не я делаю, а как будто меня какая-то неведомая сила ведет. И только потом ты как будто бы приходишь в себя и понимаешь, что очень много съел. И, соответственно, прибавляется помимо тяжести еще чувство вины и какой-то такой стыд довольно-таки весомый. Вот это вот три, наверное, таких основных. Но у подростков еще часто бывает избегающее ограничительное расстройство. Это когда есть какие-то, скажем так, ограничения по конкретным продуктам или группам. Вот не хочу я, например, есть огурцы или там все овощи или все твердые продукты. Или часто это распространяется на мясо, то есть на белковую какую-то историю. Например, подросток полностью избегает вообще всех мясных продуктов. И это может идти вот либо глубоко из детства, когда, возможно, ребенок подавился чем-то таким подобным, у него этот потом страх так генерализируется на всю эту группу продуктов. Либо это просто врожденная гиперчувствительность к каким-то ощущением, да, которое человек испытывает во рту, пережевывая то самое мясо или, например, яйцо, да, и есть действительно люди, которые испытывают повышенную чувствительность, им это неприятно, они будут, соответственно, избегать таких продуктов, и их рацион будет существенно сокращаться. Вот, то есть все те же, в принципе, истории, такие же, как и у взрослых, но, наверное, отличие самое главное в том, что это, как правило, стартует именно, да, вот в этом подростковом возрасте, вот как раз то, о чем, Наташа, вы сказали ранее, да, о том, что возраст такой уязвимый к тому, чтобы это все началось. Я сейчас задам как раз вопрос про возраст, да, в каком Мгм. возрасте мы должны более внимательно обращать внимание на поведение ребенка. Но прежде чем вы начнете отвечать, я хочу призвать наших участников и сказать, что если у вас есть вопросы, я надеюсь, они будут, или какие-то комментарии, вы смело пишите в чате, я буду корректировать и задавать эти вопросы или сразу же, или потом в конце нашей встречи. Поэтому, если что-то будет непонятно или уточнение, с радостью будем отвечать. И еще у меня тоже просьба к участникам. Если у нас хорошо слышно, можно поставить там плюсик или как-то написать, или сердечко нам послать. И если нас не очень слышно, то тогда сказать, чтобы мы чего-нибудь тут подправили. Вот. И возвращаясь к вопросу по поводу возраста, да, когда вот этот мы можем считать подростковый возраст и когда обычно начинаются такие изменения в поведении пищевом. Ну, вообще сейчас эта история молодеет, как будто бы, то есть первые такие дебюты этого РПП могут случаться даже и в 7, и в 9 лет. И это очень рано, это правда очень рано. Но в целом самый уязвимый возраст – это возраст как раз вот первых гормональных изменений, да, первых каких-то изменений в теле. Если мы говорим, например, о девочках, то когда они ощущают, что их тело начинает стремительно меняться, это может быть такой рискованной почвой для того, чтобы появились мысли о том, что они не сократит ли мне там свой рацион, потому что мне не очень нравятся там эти округлости, да, которые появляются у меня в районе попы или там в районе груди. Вот, то есть это именно такая уязвимая история. Тебе вот буквально там за лето могут новое тело выдать, да, и ты к нему не можешь никак приладиться, ты ищешь попытки этот процесс сдержать каким-то образом. Соответственно, ну, диета здесь как будто бы выход. Вот. И плюс это какая-то эмоциональная неустойчивость на фоне пубертата. И иногда подростки выбирают голод, да, и жесткие совершенно такие экстремальные диеты, как способ контролировать эмоции, которые они не могут вообще никак понять, распознать и удержать. Вот. Потому что в голоде человек, как правило, вообще ничего не чувствует. Это как некий такой обезболивающий способ. Вот, поэтому, наверное, здесь вот, ну, я бы взяла такой средний возраст, там 10, 11, 12 лет. Вот это вот такой вот уязвимый очень возраст. Ну, бывает и раньше, ну, бывает и попозже. Ну, вот такая средняя история. У меня здесь, вот в этом блоке, есть два вопроса. Орфит, то есть когда маленький ребенок исключает какую-то часть еды, ну там условно, да, я не ем эти огурцы и отодвигает их в тарелке. Мгм. И это может быть как перерасти в другое расстройство в подростковом возрасте, или это не обязательно?
Мгм. Это может быть таким провокатором неким, да, такой некой почвой, которая чуть-чуть нам, скажем так, улучшает и увеличивает вероятность того, что, да, РПП может случиться. Почему? Потому что детки, которые отказываются с легкостью от каких-то продуктов, не очень склонны пробовать новые, они такие, в принципе, не едоки по жизни, скажем так. Они, скорее всего, генетически довольно неплохо переносят голод, вот такие детки, да, они могут долго обходиться без еды, они в ней не заинтересованы. Соответственно, они могут оказаться в таких условиях, где ну, например, попали в лагерь, вот что я в практике вижу, да, в детский лагерь, там, в первый раз, например, 10 лет. И там не очень вкусная еда, например. И они могут там по полдня, а то и больше не есть. И даже не замечать того, что они как-то плоховато себя при этом чувствуют. Приезжают из лагеря, смотрят, что у них на весах там минус 3-5 килограмм, их это вдохновляет, им нравится их вот это состояние легкости, им нравится, что, возможно, кто-то это подкрепил со стороны и сказал, вау, ты как-то прям вот посвежевше, классно выглядишь. Вот. Соответственно, это у нас такая некая провокативная почва. Это не обязательно, что если у вас есть торфит, то ты заболеешь РПП, но чуть-чуть более уязвимость такая увеличивается. Но я уточню, орфит все-таки относится к расстройствам пищевого Да, да-да-да, поведения. 100%. Я имею в виду не обязательно, я неправильно, наверно, сформулировала, не обязательно, что ты заболеешь анорексией, если у тебя Мгм. орфит. Вот так вот, да, сформулирую. Ну, и здесь я хочу отметить, что вообще, когда люди, подростки, начинают много учиться, они загружаются, и гормонально у них происходит перестройка. Вот этот гормон пляшет, а это неумение управлять эмоциями, то есть много агрессии или много такой, да, какой-то злости. И вот это неумение проявлять экологично свои эмоции, как раз голод, вот исключение, да, контроль питания, помогает справляться с этими эмоциями и с нагрузками. И вот в этих моментах родители должны быть очень внимательны. То есть, когда ребенок злится, психует, бьет там дверь или кидает учебники алгебры, то это лучше разрешить ему так проявить и как раз экологично с ним поговорить про то, что он чувствует, чем подавлять и сказать, веди себя прилично. Потому что вот как раз расстройство пищевого поведения часто обслуживают да, тревогу, и тогда Мгм. и это мы видим, ну, это может начинаться в подростковом возрасте, а потом мы видим взрослых женщин с 10-20 лет опыта РПП, и, к сожалению, это уже такой сложный диагноз, который он лечится, но сложный, да, Крайне тяжело, да, это да, правда. крайне тяжело. И я вот здесь вот хотела бы как раз к Елене задать вопрос. Девочки, когда в подростковом возрасте, вот как Катя сказала, за одно лето раз и такое новое тело, округлились попки, растяжки появились на ногах, да, там грудь начала расти, и вот эти вот признаки. И бывают девушки, как раз которые готовы к этим изменениям и как-то гармонично встраиваются и там с этим телом дружат. А есть кто-то, кто никак не может с этим принять это взросление. Это причина, наверное, все-таки не гинекологу, может быть, к Екатерине, но если вот вы мне сможете пояснить, что происходит с телом у девочки, подростка, как это вообще происходит, насколько это действительно быстро, и есть ли возможность заранее подготовить тогда еще ребенка, но уже да, взрослеющую девушку к тому, что тело будет меняться, и наше женское тело, оно, наверное, предназначено для того, чтобы оно менялось всю жизнь в разные периоды. Оно не может быть стабильно одинаково. Да, Наташа, спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, это естественный вопрос к психологу, конечно же. Потому что те женщины, те девушки, девочки, которые доходят до меня, и в подростковом возрасте они уже доходят редко, потому что я уже ушла из поликлиники, и теперь ко мне ведут мамы своих дочек. То есть это те мамы, которые мне доверили свое здоровье, и теперь они доверяют мне своих детей. Но их не так много. И, конечно, те, кого я смотрю, естественно, что такое вообще взросление? Это менструация. А менструация – это наша репродуктивная функция. Поэтому любая девочка должна понимать, да, не нужно ей это вот вдалбливать в голову там до 14 лет, что для тебя самое главное – это репродуктивная функция, да, конечно, нет. А то мы от РПП уйдем к репродуктивному насилию. Но все равно, то есть девочка должна понимать, что менструация, нормальный менструальный цикл, регулярный, овуляция – это ее репродуктивная функция. И к репродуктивной функции, естественно, она должна быть готова. А для того, чтобы репродуктивная функция началась, должен быть определенный запас энергии
определенный запас жира для того, чтобы у нас начал происходить синтез гормонов. Да, синтез гормонов – это же не просто вот раз, и тут вдруг ни с того ни с сего началась менструация. Ничего подобного. Это серьезнейший вообще процесс, который начинается там с лептина, нейромедиаторов, гипоталамуса, гонадотропин-релизинг гормона, гипофиза. То есть это сложнейшая вообще система. И если здесь ломается один механизм, который просто дает энергию, да, через продукты, через рот, то здесь ломается абсолютно все. Я, к сожалению, таких женщин вижу. И женщин вижу, и девочек вижу. Поэтому, ну, конечно, нужно объяснить, что девочки и мальчики – это разные вещи. Что девочке нужно еще рожать, и нужно будет носить детей. А вот как это объяснить, это, конечно, уже ваша задача. Потому что я объясняю с точки зрения врача, и мои дочки понимают, что я им говорю, и делят все это, да, потому что они понимают, что я с ними общаюсь как врач. А вот как это объяснить правильно, я когда готовилась к сегодняшнему вебинару, я тоже прочитала много литературы, посмотрела, как правильно общаться с детьми, и поняла, что я-то общаюсь вообще неправильно. Я-то как раз-таки говорю: ой, как ты классно похудела вообще, как здорово на тебе села эта кофточка. И вот только сейчас я начинаю понимать, спасибо вам огромное, Екатерина и Наталья, что вы хоть мне этот сигнал подали, да, то есть мои дети привыкшие к этому, но я вот теперь понимаю, как правильно с этим, ну, как правильно с этим вообще работать. Как общаться, не знаю, но донести девочке, что она должна быть в определенном весе, чтобы началась менструация, это очень важно. И вот Екатерина сказала, что молодеет, да, вот это РПП. А почему молодеет? Потому что молодеет менструация, потому что молодеет менархия. А молодеет менархия, потому что у нас сейчас совсем другое питание. То есть 100 лет назад мы не могли позволить себе такое разнообразное питание. Да, и поэтому сейчас девочка к 9 годам, она уже по массе тела другая. И именно поэтому она начинает полнеть, именно поэтому ей это не нравится, и поэтому она начинает худеть. Вот. А по поводу растяжек, вообще это, конечно, генетически наследуемая история с растяжками. Ну, как правило, растяжки есть у тех девочек, у мам, да, у чьих мам были растяжки. Ну, здесь что, масло какао всякие, да, там можно. Ну, и вот резкие вот эти наборы веса и резкие похудения, это же тоже очень плохо. Не только для эндокринной системы, но и для кожи. Вот, поэтому, в общем, для меня, как для гинеколога, менструация, конечно, очень важна. А если не как для гинеколога, да, как мама, то есть, в принципе, мы вот смотрим там наши дочки, наши девочки, они растут, и мы же должны понимать, что в каком-то определенном возрасте должно это наступить менструация. И это о чем это сигнал? Допустим, ты как гинеколог говоришь, что, значит, созрело, что, значит, все, пришло время. Это говорит о женском здоровье человека, Конечно, девушки. конечно, в первую И очередь. если же, допустим, 30-летняя женщина, молодая, которая следит за своим весом и за своим телом, худеет, и она теряет менструацию, это же тоже сигнал о том, что не все окей. Конечно, конечно. Это не то, что сигнал, это такой бой в колокол. Я всегда привожу в пример свою пациентку. Всегда и буду приводить ее, я думаю, что до конца своей практики, потому что таких, вот прям таких ярких примеров я больше никогда не встречала. Ко мне пришла на прием женщина 35 лет. Сейчас ей, наверное, уже 38, я так думаю. Ну, не так думаю, она ко мне ходит, ей 38. 35 лет. При росте 175 сантиметров она похудела до 35 килограмм. Она сломала шейку бедра, она легла в психиатрическую больницу, она отлежала там год. Она год находилась на стационарном лечении, ее выписали, она набрала вес. К сожалению, менструации у нее до сих пор так и не начались. Прошло 3 года. Она находится на заместительной гормональной терапии, наблюдается в институте эндокринологии, но ко мне она ходит просто потому, что вот я явилась таким первым, да, врачом, который это обнаружил. Ну, даже не первым, первые были психиатры. Она находится на лошадиной дозе гормона просто. Такую дозировку гормона никому никогда не прописывают. Ну, во всяком случае, в моей практике такого не было. Она до сих пор принимает гормоны, она не рожала. У нее полные яичники фолликулов, но она не менструирует сама. То есть настолько вот этот вот процесс, да, вот эта гипофизарно-яичниковая ось, она настолько разорвалась, что она, к сожалению, уже, ну, я очень надеюсь, что что-то случится, она пойдет к репродуктологам, может быть, возьмут там ооцит, стимулируют ей, да, ну, пока она хочет восстановиться сама, но пока ничего не получается. Поэтому это вот такой яркий пример, что может случиться с любым человеком, с любой женщиной, будь то 16 ей лет или 40 лет, которая перестает есть.
Все, вот Мгм. такой, ну вот это прям край, да, 35 килограмм, 175 сантиметров рост. Я даже не представляю, как она выглядела на тот момент. Вот тем временем, вот к Екатерине вопросы. Я знаю, что в протоколе по диагностике расстройства пищевого поведения убрали критерий менструации. То есть раньше мы могли смотреть, и отсутствие менструации для нас был сигнал, что здесь может быть расстройство пищевого поведения. В том числе ставили галочки, а сейчас наличие менструации оттуда убрали. Можете пояснить? Ну, да, насколько я помню, это было в 2013 году, вот в МКБ, да, убрали этот критерий как один из диагностических признаков нервной анорексии. Там осталось, соответственно, это страх набора веса, это искаженный образ тела, такие, да, у нас супер яркие, да, примеры. Это намеренные попытки по удержанию этого веса, да, или по его минимизации какой-то. Это вот, пожалуй, три таких основных опоры. А почему убрали менархию? Потому что вот отсутствие, да, точнее, менструации. Потому что, во-первых, мы тогда как будто бы мальчиков не учитываем, и мужчин, если мы ориентируемся на этот критерий. И второй момент– это немножечко нам, знаете, как маскирует серьезность проблем, потому что бывает такое, что есть вот все три критерия, которые я назвала выше, но при этом месячные сохраняются. И врач может посмотреть и сказать: о, ну у вас месячные-то есть, значит, у вас, наверное, не такая уж и нервная анорексия, может быть, у вас не совсем такой запущенный случай. И мы здесь не можем ориентироваться вот 100% на этот критерий как обязательный. А мы, наверное, больше в первую очередь смотрим все-таки на вот эти первые три, да, именно когнитивные больше такие поведенческие штуки. И, соответственно, бывает так, что менструация какое-то время сохраняется даже при очень низком индексе массы тела. Кстати, вот низкий индекс массы тела– это вот тоже обязательный критерий нервной анорексии, именно вот классической нервной анорексии. Ну вот, Елена, я вижу, что ты хотела Да, да. добавить. Да. Вот то, о чем мы с вами говорим, называется функциональная гипоталамическая аменорея. Но отсутствие менструации может быть не только при функциональной Да, гипоталамической есть же еще аменореи. другие диагнозы какие-то, Да, при которых да. она То есть отсутствует. ФГА– это диагноз исключения. И очень многие врачи ставят этот диагноз ФГА, потому что им не хочется копаться. Они не хотят разбирать там синдром поликистозных яичников, да, он сейчас по-другому начал называться, вот буквально месяц назад поменялось название, метаболический, какой-то там метаболический синдром, но это все равно отсутствие менструации. То есть это олиго или аменорея. Олигоменорея– это редкие менструации, а аменорея– это совсем отсутствие менструаций. Поэтому я думаю, что именно поэтому его убрали. Я вот тоже смотрю, да, я писала сегодня, да, вот этот опросник, там, Мгм. довольны ли вы своим телом, да, вызываете ли вы у себя рвоту после, ну, вот что-то такое. И действительно менструации нет. И действительно, Екатерина, вы правы, потому что мальчиков-то тоже сейчас много с РПП. Очень много, И, да, 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 это да. правда. Мгм. А И, расскажите мне, а А расскажите о нам, мальчиках? а про мальчиков, да. А почему Мгм. много стало вдруг мальчиков? Или просто Они всегда они были. всегда были? Они А? всегда были. Они всегда 100% были, но, во-первых, в принципе, мужчины и мальчики как будто бы реже доходят до помощи. Есть какая-то некая стигматизация здесь, что если мы говорим о более старших, да, мужчинах, парнях, что парни как бы не плачут и сами справляются, да, с какой-то такой ерундой, как будто бы и проблемы с едой, да. Это все-таки здесь какая-то стигма навешена. А второй момент, просто стали лучше диагностировать, об этом стали больше говорить, и поэтому какие-то случаи просто вышли из тени. И, соответственно, мы стали больше этих мальчиков видеть. Но у них бывает, как мы часто обсуждаем, немножечко другой уклон. У них бывает слишком большая фиксированность на мышечной массе. Они порой уходят именно вот в этот гипернабор там, белка, они следят за этим граммовкой белков, какие-то добавки, начинаются повышенные тренировки. И иногда это тоже может приводить к какому-то, на самом деле, истощению, потому что не хватает всех остальных групп продуктов. Там проседают углеводы, проседают жиры, и очень высокие нагрузки именно физические, да, с целью набрать ту самую мышечную массу. Но классическая анорексия такая же, как у девочек, бывает тоже и у мальчиков, и также может рано начаться. И мы здесь, кстати, забыли, наверное, важно сказать, что у нас и менархия молодеет, и давление на эту девочку, девятилетнюю, тоже молодеет, потому что она в 9 лет уже смотрит ТикТок, и она видит, какие там есть идеалы красоты, она видит, какие у нас там из телевизора, Ютуба, Инстаграма, запрещенного в России, и прочих платформ выливаются идеалы, да, поэтому она в 9 лет, она начала видеть, что она полнеет, но она при этом видит, какие есть девочки вот в соцсетях, и это колоссальное давление на нее оказывается. Вот про Мгм. мальчиков, я думаю, я ответила, да, их, в принципе, Да, они были всегда, просто мы стали их больше замечать, кто-то стал больше доходить до помощи, и лучше стало все это диагностироваться. спасибо, Екатерина. Лен, каким образом вы владеете информацией, что мальчиков стало больше?
тоже, ну, как бы тоже, что у них есть Я про расстройство. это просто это информация, которую я читаю в статьях. То есть я-то Мгм. их вообще не вижу. Ни Мгм. мальчиков, ни мужчин, я же их вообще не наблюдаю. Мы видим Поэтому у все консультантов. статьи по да, статьи по РПП я вижу, что мальчиков, то есть девочек, если раньше была вот эта триада, да, какая-то, как-то она называлась, Ростриада, что ли, когда у девочки там заканчивается менструация, да, теряется вес, но почему-то действительно мы убирали мальчиков, то есть мы как будто бы их обходили. То сейчас это наоборот приходит к тому, что мальчиков как раз-таки нужно включать в эти опросники. И обязательно также нужно их исследовать, потому что у мальчиков тоже начинается пубертат. И ось вот эта гипоталамус, гипофиз, яички, она у них также завязана на энергии, на питании. Мгм. И они же, получается, готовясь к этому пубертату, они чаще всего набирают вес. Если вот эта пухлость какая-то такая, да, приятная появляется, но очень часто начинаются комментарии, какие у тебя щечки появились, как ты округлился от прекрасных родственников, да, и для многих это становится действительно таким травматичным высказыванием. А на самом и родители пугаются, они думают, так, мой ребенок был всегда там с плоским животом, а сейчас у него появилось какое-то пузико, давайте срочно сейчас уберем все сладкое из дома. И вот здесь, ну, на самом деле, это неправильное действие. Надо дать ребенку спокойно повзрослеть, вытянуться и прийти к своему естественному биологическому весу, не вводя никаких ограничений дома. Мы можем о какой-то гармонизации питания задуматься, например, там больше есть овощей всей семьей, но ни в коем случае не делить продукты на какие-то плохие и хорошие, там, винить ребенка за это. Я предлагаю, знаете, что сейчас делать? И для наших участников тоже, если есть вопросы, пишите, друзья. Вы такие молчаливые, у нас слушатели деликатные. Вот, а можно нам что-нибудь послать, какой-нибудь привет. Вот, что нас слышно и видно. Мне, конечно, есть большое искушение сразу к Екатерине приступить к таким вопросам, а что делать, да, там, какое питание, как это вот, ребеночек потолстел, животик у него появился у 14-летнего парнишки, вот, и у него там щечки все соседки его тискают, говорит, и он Не у вроде уже, 14-летнего, Наташа, я думаю, что да, у уже у десятилетнего, у десятилетнего, десятилетнего, да, да, да. Да. да, вот эти пузики, и вдруг как бы не ограничивать в еде, и вдруг там не убирать все сладкое из дома. Это же Мгм. первый, но давайте мы это оставим чуть попозже. Я бы хотела Мгм. сейчас Елену попросить, потому что у Лены есть хорошая презентация, рассказать, а вообще, как это функционирует, потому что вот это вот слово «жир» позволяет женскому организму синтезировать гормоны, которые нам необходимы. Боже мой, что вы говорите? Ведь обезжиренные йогурты должны быть. Чё вы? Тогда, Наталья, включите, пожалуйста, мою презентацию. Я включаю, да, и будете, значит, это, комментировать, мне говорить, что делать. Так, следующий, я так А, подозреваю. Да, следующий слайд. У меня здесь немножко, я, конечно, залезла в вашу эту в психологию. Вы уж меня простите, вот я так немножко по ней пробегусь. Но, значит, проблема действительно распространенная, да, потому что среди там 22 тысячи, по-моему, подростков было опрошено, и вот среди 22 тысяч подростков от 13 до 18 лет понимаем, что, ну, это все американские исследования, у нас, к сожалению, такие исследования не проводятся. Может быть, и проводятся, но как-то, в общем, они в каждом институте проводится свое исследование. Нервная анорексия, да, составляет 0,3% из всего РПП, нервная булимия 0,9%, приступообразное переедание – это 1,5%. Средний возраст дебюта, о котором мы поговорили, это где-то 12,5 лет, да, 12-13 лет. Нарушение пищевого поведения, в общем, какое-то нарушение, это может быть там или рвота после еды, или там исключение каких-то продуктов, да, об этом заявили 22% девочек. Ну и, конечно, заболеваемость, к сожалению, растет последние 30 лет, и описано, что к 2040 году этого будет, к сожалению, все больше и больше. Следующий давайте слайд. А, Уже. Ну вот то, что Екатерина сказала, да, вообще что может быть? Это нервная анорексия, когда происходит ограничение калорийности рациона и значительное снижение веса. Это нервная булимия, когда есть да, эпизоды переедания и рвота, слабительные, там чрезмерные тренировки, когда девушка, ну или мальчик заставляют себя отрабатывать съеденные продукты, да, в спортзале. Это приступообразное переедание, повторяющиеся вот эти эпизоды с потерей контроля
еды. Бывает атипичная нервная анорексия, когда вроде есть признаки и той, и булимии, и приступообразного переедания, ну и расстройство избирательного питания, да, это ограничение как раз какого-либо из продуктов, что вот я это не ем. И у меня, кстати, у самой такое часто бывает. Я иногда бываю, ну, у нас у всех, наверное, есть все-таки какие-то моменты РПП, в любом случае, я тоже. Я вообще у себя очень много всего вот этого обнаружила. И только к 40 годам, даже позже, 44 мне уже, и вот я сейчас только понимаю, что у меня это есть. Хотя до этого я вообще, то есть я до этого понимала, что у меня есть какие-то проблемы, потому что я очень набираю. Я набираю, скидываю, плюс 10, минус 10. То есть для меня это вот такая вообще была обычная история. И только сейчас я понимаю, что я только разболтала свою поджелудочную железу, да, и вот этот инсулин, к сожалению. Следует. И я здесь сдам комментарий по поводу атипичной нервной анорексии. Мы привыкли видеть, то есть внешне анорексик, да, говорит, что это какой-то очень там худой человек, у которого кожа и кости. Атипичная нервная анорексия это как раз может выглядеть абсолютно нормальный человек или даже, может быть, с небольшим излишним весом, но он Или тоже с будет большим, или извини с за такое большим, да, или с большим весом. Поэтому, да, для диагностики, и если вы вообще просто хотите и понимаете, что что-то все время у вас в голове навязчивые мысли про еду, о том, что, а что бы мне съесть, чтобы похудеть. А иногда вот этот вот приступ переедания, когда там залезаешь в детский шкафчик и все жевательные конфетки сжираешь одномоментно. То есть если и это понимаете, что это как-то мешает жить, то можно обратиться к специалистам по РПП и провести хотя бы диагностику и поговорить, и понять, что можно делать. И вы не представляете, как клиенты счастливы, уже даже, может быть, на пятой сессии некоторые, когда нормализуют питание, и они говорят, я наконец-то стал жить. Ну и что у меня плюс 8 килограмм? Но я себя чувствую красивым человеком, счастливым, а нужно было только просто начать себя кормить. Все, но и второе, вот, Лена, тоже здесь присоединюсь. Мы росли и продолжаем, мне кажется, расти в очень токсичном обществе, где постоянный комментарий про тело и есть некие какие-то эталоны, которые нам все время навязывают. И, соответственно, здесь вот это непринятие тела, непринятие себя, в том числе, это как бы наши, к сожалению, издержки. Вот. Но чем ты больше знаешь, тем, наверное, проще знать, в какую сторону с собой можно обходиться. Следующий слайд. Да, как отличить, вот мне очень понравилось это сравнение, как отличить вообще здоровое, да, поведение к каким-то от тревожных сигналов. То есть к еде должен быть действительно гибкий подход. Мы должны есть абсолютно все. Мы можем и доширак съесть, и шпинат, и да, ну то есть мы должны понимать, что вот я, допустим, сейчас понимаю, если я съела тарелку пельменей на завтрак, то ну вечером, наверное, я уже себе пельмени позволять не буду, потому что ну, я уже взрослею, я могу набирать больше вес, то есть я уже понимаю, что для меня значит здоровое питание. Ну, то есть вот какие-то, ну, в общем, какие-то правильные, да, инструменты для себя. Жестких правил вообще нет, вообще не должно быть запрещенных продуктов, нам можно есть абсолютно все. И на дне рождения торт съесть можно. Еда, конечно, должна приносить удовольствие и энергию, и ни в коем случае не должна приносить тревогу, чувство вины и страха. Спорт должен быть для радости, конечно, а не для отработки съеденных калорий. Вот я сейчас столько пройду, и да, я отработаю то, что я торт вчера съела. Это я, кстати, очень много вижу, и даже среди своих знакомых иногда я вижу какие-то сторисы. Вот я вчера была на дне рождения, теперь я отрабатываю. Понимаете, это вообще-то наш образ жизни. И я прихожу, допустим, на работу, и мне все, Елена Семеновна, как вы похудели? Как вы похудели? Да кто тебя вообще спрашивает? Ну, вот, да, то есть это, ну, это вообще, то есть это настолько, я считаю, сейчас, ну, это, я даже не могу это объяснить, это настолько неделикатно. Почему? А вдруг я похудела, вдруг я болею вообще, в А конце вдруг вы концов. нервничали там долгое Да, время, да? да, вот я, допустим, перестаю есть, когда я нервничаю. Я на стрессах не объедаюсь, я, наоборот, перестаю есть. Ну вот, к сожалению, Наталья, вы абсолютно правы, что вот это мы живем в таком обществе.
что для тебя похудение считается: «О, классно, ты здорово выглядишь». Стабильный вес должен быть, конечно, никакой кривой. В общем, плюс-минус 10 килограмм за год, такого быть не должно. Нормальный менструальный цикл все-таки говорит нам о здоровом питании. Нормальный менструальный цикл тоже, у нас есть какие-то определенные, да, рамки. То есть нормальным менструальным циклом считается менструация от 25 до 38 дней. Хотя у меня есть женщины, у которых менструация гораздо реже. То есть менструация ходит, допустим, один раз в 60 дней. Это очень редко, это большая редкость. Но эти женщины, они нормально рожают детей, но вот у них такой длинный менструальный цикл, да, такое случается. И больше 35 дней тоже бывает. И я считаю, что это вообще дар для женщины, что у нее менструация бывает не каждый месяц, а раз в 2 месяца. Да это же прекрасно вообще, просто регулярно, но раз там, допустим, в 40 дней. Ну и, конечно, социальная активность сохранена, да, то есть человек не стесняется где-то есть в какой-то компании. Следующий слайд. Мгм. Здесь вот небольшой опросник, как раз Екатерина про него сказала, что убрали менструацию, да, вот я нашла такой. 5 вопросов. Вызываете ли вы у себя рвоту, да, при переполненном желудке? Беспокоит ли вас потеря контроля над тем, сколько вы едите? Теряли ли вы более 6 килограмм за последние месяцы? Считаете ли вы себя полной или полным, когда окружающие говорят, что вы нормальный? Да, и, в общем, если еда занимает главное место в вашей жизни. И вот хотя бы 2 положительных ответа, конечно, необходимо углубленное исследование. Ну вот мои пациентки абсолютно все, сейчас особенно, которые приходят ко мне в периоде переменопаузы, несмотря на то, что они приходят все за гормональной терапией, их всех беспокоит набор веса. А в переменопаузе это же тоже, то есть у нас яичники эстрогены не вырабатывают, но эстрогены начинают вырабатывать жир. Это такой защитный механизм. Поэтому у женщины появляется вот этот спасательный круг. Хоть что-то дает им этот эстроген, да, а женщины пытаются его убрать. Ну, это уже про менопаузу в следующий раз поговорим, давайте. Похоже, да. Но, в общем, by the way, девушки старше 45, животик– это наш эстрогеновый животик. Он нас Да, конечно, спасает. Так что не конечно, надо разумеется. его убирать и туда что-нибудь колоть. Вот. Что же вот, наконец-то мы Да. добрались до моей, да, врачебной истории. Что же происходит с организмом? Конечно же, страдает сердце, падает давление из-за недостатка энергии, и происходит брадикардия, это урежение пульса. Вот поэтому, кстати, можно понять вообще, есть какие-то проблемы или нет. Эндокринная система, ну, гипоталамическая аменорея, про которую мы уже поговорили, да, просто заканчивается менструация. Снижается работа щитовидной железы, потому что щитовидная железа перестает вырабатывать Т3, и за счет этого перестает вырабатываться гормон Т4. И кости. Самое главное, у меня потом будет слайд про кости, снижается минеральная плотность костей. К великому сожалению, и вот эту девочку я рассказала, которая сломала шейку бедра, и у женщин, опять же, в периоде постменопаузы, когда ломается, да, шейка бедра, это опять же недостаток эстрогенов. Но это может случиться не только в менопаузе, но, к сожалению, это может случиться и вот при функциональной гипоталамической аменорее, когда нет эстрогенов. То есть наши кости– это такой впитывающий материал эстрогенов. Эстрогены нам нужны обязательно. Метаболизм снижается, глюкоза, происходит электролитные нарушения, конечно, задержка роста, задержка полового развития, как у мальчиков, так и у девочек, снижается работа желудочно-кишечного тракта, то есть останавливается перистальтика желудка, перистальтика кишечника, это анемия, ну и, конечно, когнитивные нарушения, потому что страдают все сосуды, а сосуды и в головном мозге находятся тоже. Следующий слайд. Вот, а здесь такая небольшая схема, что же происходит у нас в организме. Значит, вырабатывается, то есть лептин– это гормон жира, который нам дает еда. Вырабатывается лептин. И в головном мозге вырабатывается такой важнейший вообще нейромедиатор, как киспептин. Вот он недавно только открыт, буквально там, может быть, несколько лет назад. И сейчас есть пептиды на основе киспептина, которые вводятся женщинам с преждевременным истощением яичников. То есть это самый главный нейромедиатор, который действует на головной мозг. В головном мозге происходит секреция гонадотропин-релизинг гормона. Гонадотропин-релизинг гормон находится в гипоталамусе, который пульсацией, такими пульсовыми сигналами, мы пока не понимаем, откуда эти пульсовые сигналы берутся. Мы предполагаем, что это все нейромедиаторы, да, что это все завязано на нервной системе. Но пока у нас только домыслы, да, то есть мы еще точно не знаем. Вот этими пульсовыми сигналами подается сигнал в гипофиз. А в гипофизе
уже вырабатываются все гормоны, которые мы с вами можем посмотреть в анализах. Это тиреотропный гормон, который действует на щитовидную железу. И именно из гипофиза, да, вот там он где-то находится, посылается сигнал в щитовидку. И почему у нас ТТГ повышается? Потому что гипофиз думает, так, что-то щитовидная железа плохо работает. Сейчас я простимулирую тиреотропный гормон, выделю его больше, и щитовидка начнет хорошо работать. А ей работать хорошо она не может, у нее нет ресурса. То же самое происходит с яичниками. Гипофиз думает, сейчас я ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, выработаю побольше, и там яичники начнут вырабатывать, да, фолликулы. Нет. И в перименопаузу то же самое происходит. Почему повышается ФСГ? Потому что гипофиз думает, сейчас я начну стимулировать, и там все настимулируется. И молочная железа, и щитовидка, и яичники, и надпочечники. А там нет ресурса, там не из чего стимулироваться. И вот это все, то есть это звенья одной цепи. Мы не можем выключить отсюда киспептин, мы не можем выключить гипофиз, гипоталамус, да, или там яичники убрать. Нет. Это все звенья одной цепи, они все работают только вместе. Мы не можем где-то это разорвать. Вот. Понятно? Если непонятно, А, задайте вопрос. да, вот здесь вот не хватает ресурса им работать, да, там щитовидке, яичникам и так далее. А что им тогда нужно, чтобы был ресурс, чтобы они работали? То Ну, есть допустим, гипофиз щитовидная работает, да, там вот, старается, а как бы вот, ничего не допустим, щитовидной получается. железе нужно железо и нужен йод, да, для работы. То есть нужны макроэлементы, микроэлементы, электролиты, витамины, да, и полезные вещества. То есть, допустим, мы полезных веществ для яичников дать не можем. Если в яичнике закончились фолликулы, то все, это менопауза. То есть фолликулам взяться неоткуда. И как бы там фолликулостимулирующий гормон не вырабатывался, он работает только на яичнике. И только яичники могут вырабатывать эстрадиол, допустим, и тестостерон, да, ну, за исключением там жира и надпочечников. А вот то, что касается еды, это все энергия. То есть здесь мы можем как раз дать энергию, да, и можем дать витамины и электролиты для того, чтобы щитовидная железа работала хорошо и вообще весь организм работал. Ну, то есть вот менструация завязана именно на это. То есть получается, если условно здоровый человек, если мы говорим про подростков, и у него нормально все работало, и если его нормально кормить, и он получает полноценную еду, где полностью все нутриенты, которые необходимы в тарелке, он получил, то тогда эти ресурсы, о которых вы говорили, они будут, и гипофиз, который работает, вырабатывает гормон, и, соответственно, все питает, и внутри организм справляется со всеми своими задачами. Правильно я Конечно, понимаю? Да? конечно, да, да. По поводу электролитов, ведь мы говорим, да, когда в период, когда, например, с анорексией мы сталкиваемся, то как раз в первую очередь, да, Екатерин, теряются электролиты, и мы делаем анализы, или мы как-то это уже сразу видим, что этого недостаточно. Ну, мы желательно, конечно, мы рекомендуем эти анализы смотреть, и мы здесь отталкиваемся от индекса массы тела, да, то есть если он критически низкий, мы можем рекомендовать эти анализы давать чуть ли не каждую неделю. Опять же, повторюсь, да, что, не повторюсь, я подчеркну, что психолог, он не назначает анализы, он может рекомендовать, да, сходить к терапевту, который, например, является РПП-информированным врачом, и он уже частоту этих анализов отследит. Вот, но в целом, когда у нас есть истощение, и когда у нас есть, например, булимия, то есть вызывание рвоты, потери жидкости большие и потери тех самых ценнейших электролитов, то анализы нужно контролировать и максимально с едой и, возможно, через какие-то медикаментозные препараты это поддерживать. Потому что, когда, ну, как врач, наверное, Елена сейчас подтвердит, у нас нарушен электролитный баланс, у нас и сердце в зоне риска находится, и почки, и вообще, в принципе, как бы полная разбалансировка организма происходит. Поэтому, да, с рвотой они теряются, в истощении они теряются, а потом мы можем начать ребенка или там чуть постарше человека кормить, а у него, например, снижен фосфор, да, критически снижен фосфор. Мы начинаем нагружать организм едой, и может случиться вот тот самый страшный рефидинг-синдром, когда у организма нет ресурсов это переварить, для этого тоже нужны электролиты. Вот, поэтому какие-то критические вот фазы истощения, они должны все-таки лечиться в стационаре под присмотром врачей.
М. И я здесь хочу вставить и вот обратить внимание и участников, и слушателей, кто будет смотреть наши в записи подкаст, обратить внимание, как все тонко функционирует совместно, как это общая цепь. И если вы попадаете к специалисту, информированному в области РПП, насколько много сразу снимается вопросов. Потому что, например, вы обратились к психологу, который помогает с расстройством пищевого поведения и рекомендует анализы, и вы пошли к эндокринологу. А если эндокринолог РПП информирован, то он будет более корректно и правильно давать анализы. Он будет давать нормальные рекомендации по питанию, в том числе касается и гинеколога, как женского доктора, так мы можем и говорить и про мужчин. Поэтому, мне кажется, это очень важно именно РПП информированному специалисту обращаться. Если вы меня, коллеги, здесь поддержите, то я вот как-то 100%, да. Только вопрос, где его найти, да? Их не так много. Я К где-то сожалению, да, к сожалению, но, наверное, если вы попали к хорошему специалисту, как вот, например, Елена, да, гинеколог, и видит, например, или девочку, или женщину с индексом массы тела низким, то, наверное, человек грамотно назначит терапию и порекомендует специалиста. Но я, к сожалению, знаю, что как раз эндокринологи тоже большая проблема. Найти эндокринолога, который РПП информирован, который не скажет тебе исключи сахар, который как раз поддержит твое расстройство пищевого поведения, а совсем по-другому себя поведет. меньше И, ешь, больше двигайся. Вот это наша любимая рекомендация. да-да-да-да-да-да. Ну, типа, это же биология работает, ты должна больше тратить, чем ты съедаешь. Алло. И поговорите с теми, кто в менопаузе. Если все было так просто, да, наверное, Да-да. у нас бы не было проблемы лишнего веса, ожирения и РПП. Да. Елена, следующий слайд открываю. Так, это вот как раз то, о чем я говорила, да, что М. это вот РДС, это не только женская триада, но и мужская тоже. Касается обоих полов. Давайте следующий слайд, об этом мы уже поговорили. Значит, почему же кости так важны, да? Потому что набор пика вот этой костной массы, он как раз происходит в подростковом возрасте. И если мы в подростковом возрасте что-то пропустили, то, к сожалению, вернуть это уже будет невозможно. Я здесь нашла очень классную картинку от нашего врача-ортопеда, кому я вожу своих детей, там с плоскостопием, да, еще. У него, значит, есть фотография по саркопении. И как отличается в срезе мышцы, да, руки, ну вот плеча, как они отличаются у спортсмена и у того, кто занимается непрофессиональным спортом. Я хочу уточнить, что профессиональный спорт – это всегда травмы. Да, это, ну, он практически никогда не бывает без потери, без каких-то осложнений, а именно такой любительский спорт. И вот человек, который спортом занимается, у него и мышцы, и кости в подростковом возрасте формируются. А потом, сколько бы он ни занимался спортом и сколько бы он ни ел уже в 40 лет, к сожалению, вернуть это все невозможно. А если у него еще и случилось какие-то... Мы же не знаем, что произойдет с этой девочкой, которая имела, допустим, РПП в молодом возрасте. У нее не сформировались, допустим, кости. А потом у нее случилась какая-то операция, ну или какая-то травма, допустим, и ей убрали яичник. И плюс еще к тому, что у нее было РПП, и у нее не сформировалась костная масса, она еще и яичника лишилась. Она еще, может быть, в 35 лет и менструации лишилась, потому что все, больше взяться им неоткуда. Вот у таких девочек совершенно точно будет потеря минеральной плотности, да, и будут переломы. Поэтому береги с молоду не только честь, да, но и здоровье тоже, к сожалению, это, ну, к счастью, это очень важно, и действительно об этом нужно думать. И наша задача как взрослых, и как родителей, да, этому, в общем, способствовать, а ни в коем случае не потакать там расстройство пищевого поведения. Вот у балерин очень много переломов. Мне недавно я написала пост про ФГА, и мне женщина написала, что вот у моей дочки она занимается балетом, и сразу это должен быть звонок. То есть им же вообще запрещают есть. То есть их взвешивают там до и после, да, и для того, чтобы мы с вами видели красивую картинку на сцене Большого театра, к сожалению, да, кто-то должен от этого страдать. Ну вот страдают чьи-то дочки, к сожалению. Следующий слайд. Обследовать. Вот какие анализы нужно сдать, Наталья. Вы спросили, что Мгм. можно, да, посмотреть. Вот что можно посмотреть. Значит, для врачей. Это, конечно, в первую очередь анамнез. То есть жалобы, кстати, менструации могут быть и сохранены. Это тоже не первый вот такой пункт, может быть, именно поэтому его и убрали из опросников. То есть все-таки мы с вами созданы, чтобы рожать.
Мы с вами не созданы танцевать, балет, да, или там вести вебинары, звать психологов. Нет, дорогие мои коллеги, мы с вами созданы размножаться. И функция размножения, к сожалению, будет на первом месте, самое главное. Поэтому не всегда работают контрацептивы, да, случаются овуляции на коках, не всегда работают спирали, поэтому менструации действительно могут сохраняться. Особенно если у девочки генетически вот эта репродуктивная функция, да, она у нее хорошо идет и у бабушки, и у мамы, там не было бесплодия ни у кого. Поэтому здесь, конечно, пищевые привычки в первую очередь. Отношение к своему телу обязательно нужно обращать на это внимание, физические нагрузки, но все-таки менструальный цикл, да, психоэмоциональное состояние. Физикальный осмотр – это вес, рост, индекс массы тела обязательно, динамика кривых роста, обязательно динамика, вот именно не просто взвешивание, да, и по возрасту, подходит вот этот вес к этому возрасту или нет, а именно динамика, то есть это взвешивание там через каждые, допустим, 3 месяца, да, он не должен сильно меняться. Это ортостатические показатели жизнедеятельности, ну, это когда вот там с закрытыми глазами, да, до носа дотронуться, там пройти с закрытыми глазами, чтобы не было вот этого качания, шатания. Признаки лануга. Лануга – это когда такой пушок растет на лице, вообще вот волосы такие пушкообразные. Это тоже признак анорексии. Эрозия эмали, с другой стороны, я сегодня рассказывала дочке, она у меня на стоматологическом учится факультете на 3-м курсе, и мы с ней разговаривали, говорю, у меня сейчас будет по РПП вебинар, она говорит, а ты знаешь, что эмаль другая становится, меняется цвет эмали. Таким образом можно определить, человек вызывает рвоту или нет. Вот, это очень интересно. Ну и сухость кожи, конечно, да, потому что эстрогены – это все-таки наша кожа и слизистая. Что мы можем по лабораторным показателям увидеть? Мы можем увидеть снижение гемоглобина, снижение лейкоцитов в общем анализе крови. Биохимический анализ крови – это снижение глюкозы. Вот как раз по поводу электролитов. Калий, натрий, кальций, магний, фосфор. Да, общий анализ мочи обязательно, потому что мы можем видеть нарушение почек. Функции ТТГ обязательно, Т4. Здесь я, в общем, 4, да. Т4 свободный обязательно. И при отсутствии менструации мы все-таки смотрим гормоны гипофиза. Это лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, эстрадиол, как правило, он бывает в норме. Пролактин. Почему пролактин? Потому что при повышенном пролактине тоже может отсутствовать менструация. То есть женщина может быть худая, у нее может отсутствовать менструация, и мы почему-то можем думать, что у нее РПП. На самом деле нет, у нее может быть какая-то опухоль в гипофизе или какая-то пролактинома, которая дает нам этот гормон. Поэтому обязательно обследовать. Ну и ХГЧ, конечно. Я прошу ХГЧ даже у монашки. Вот она будет сидеть, клясться, божиться, что у нее никаких половых партнеров нет, но я все равно отправлю ее сдавать анализ ХГЧ, потому что веры нет никому, к сожалению. Железо, Все витамин... врут. А? Все врут. Да, все врут, особенно женщины, которые живут половой жизнью. И вроде как предохраняются, потому что каждая считает, что, ну как же, прерванный половой акт, ну я предохраняюсь. Вот каждый говорит, как вы предохраняетесь? Я предохраняюсь, как прерванный половой акт. Ну это ненадежный метод контрацепции. Цинк, ЭКГ обязательно, потому что там происходит изменение зубцов вот этих КУТ, в общем, ну это вот врач, который расшифровывает ЭКГ, об этом говорит. И обязательно смотрим кости, если нет менструации более 6 месяцев. Денситометрия обязательно. Следующий слайд. Я как раз на самом деле хотела здесь спросить, если можно вклиниться, каким критерием, вот сколько месяцев отсутствует менструация, уже критично? Вот если цикл регулярный, Мгм. прям каждый месяц до этого был, а потом вдруг пропал, 3 месяца. А если цикл нерегулярный, ну, допустим, девочка вот только начала, да, менструировать, у нее случилась менархия, и пока еще цикл не восстановился, тогда 6 месяцев. Вот такие показания. Но я считаю, что если, допустим, у ребенка через 2 месяца нет менструаций, и мы видим, что она закрывается в туалете, что на ней висит юбка, да, и что она, то нам 6 месяцев при регулярном цикле точно ждать не нужно. Нужно сейчас обращаться совершенно точно. Вот госпитализация – это как раз про мою пациентку, да, которая лежала в стационаре. Что же нужно для того, чтобы госпитализировать пациента с РПП? Это индекс массы тела менее 75% для возраста и пола. Это частота сердечных сокращений меньше 50 днем и меньше 45. Ну, наверное, это ночью, я просто не переключила. Да.
давление, значит, 90/45, температура тела ниже 35,5, электролитные нарушения, если мы берем анализы, это удлинение КТ-зубца на ЭКГ, обезвоживание, острый отказ от еды, неконтролируемые эпизоды переедания и рвоты, ну и суицидальные мысли, тяжелая депрессия. То есть здесь, конечно, это показания для госпитализации. А вот хочу, чтобы каждый отдельно ответила, Екатерина и Елена. После госпитализации положительным фактором, то есть через сколько времени может вернуться менструация, и это считается как бы нормой? Это, я думаю, к доктору вопрос, к Елене, да? Очень Ну, индивидуально, очень. Вот я говорю про свою пациентку, она и год пролежала в стационаре, у нее есть психотерапия, она с гинекологами работает, у нее есть заместительная терапия. 3 года у нее не вернулась менструация самостоятельная. А есть женщины, которые через 3 месяца спокойно начинают сами менструировать. Ну, мгм. то есть очень А вот, индивидуально. Екатерина, из вашей практики, Мгм. Ну, я вот сколько? именно с такими случаями анорексии, когда приходится лежать даже в больнице, больше работаю именно с подростками, да, то есть как-то так сложилось, да, что это именно девчонки, которые после госпитализации приходят с родителями там, на семейную терапию. По-разному бывает. Бывает, что вот только-только мы достигли, например, стартового веса, с которого начиналось похудение, и прям все, мы видим, что цикл запустился. Бывает, мы ждем по 4 месяца, когда вес наконец-то достиг изначального, да, и вот и биологически заданного для конкретно этой девочки. И уже у нас там все остальные признаки соматические наладились, она наконец-то согрелась, у нее ручки, ножки теплые наконец-то стали, и там лануга как раз ушло, и ЖКТ наконец-то начал хорошо работать, вот, но при этом нам приходится там полгода подождать, чтобы месячные наконец-то запустились. Это, конечно, непростое такое время для каждой мамы, для девочки. Многие пытаются сейчас в такой ситуации бежать как раз вот к гинекологу и запускать цикл искусственно. И, кстати, вот здесь, наверное, будет круто нам Я услышать, скажу что да, обязательно. как будто Мгм. бы не стоит этого сделать, маскировать это препаратами. Вот могли бы нам, Елена, здесь прокомментировать, как поступать маме, например, да, которая беспокоится, что вес восстановился, а цикл не возвращается у ребенка Мгм. 14-13 лет, например. Вообще считается же, что должно быть 2 килограмма от, да, то есть плюс 2 килограмма от первоначального, да, вот когда закончилась менструация, вроде так. Да, Но опять же, да, мы это так обычно рекомендуем. да, ну, то есть у кого-то это случается, а у кого-то, к сожалению, нет. Поэтому я вот не помню, есть у меня это в презентации или нет, я обязательно сейчас скажу по поводу вызова менструаций. Так, лечение, да, это обязательно междисциплинарный подход. Обязательно. Никакой гинеколог в одиночку это не решит. Нужно это запомнить раз и навсегда. Это как сексуальные дисфункции, когда женщина с вагинизмом приходит, да, и считает, что сейчас ей ботокс уколят, и все у нее пройдет. Не пройдет. Это обязательно междисциплинарный подход, это обязательно психотерапевт, 100%. Иногда и психиатр, то есть обязательно с психологом, да, попала она к терапевту или гинекологу, но психотерапия должна быть обязательная. Так, давайте посмотрим следующий слайд, Наташа. Вот, что делать, да, есть при аменоррее. Значит, главное лечение, да, аменоррhеи – это восстановление веса и энергобаланса, то есть нужно научить девочку есть. Восстановление менструации – это маркер выздоровления, вес вот плюс 2 килограмма выше. Вот нужно понимать, что очень многие врачи, когда девочка приходит, ну и у нас же сейчас нас в такие рамки загнали, это у меня прием час. Я могу за этот час делать все, что угодно, да, разговаривать о сексе, о чем угодно. И то не всегда хватает. А в консультациях, к сожалению, это 15 минут. И за 15 минут, конечно, гинеколог не будет разбираться, есть там у нее лануга или эмаль потемнела, да, менструации нет, нате коки. На коках будет все хорошо. А если ей еще и контрацепция нужна, это хорошо, если ей, допустим, дадут не комбинированный оральный контрацептив, а гистоген, который будет вызывать менструацию. Это тоже неправильно, это тоже нельзя так делать. Потому что если у девочки нет менструации, у нее она не начнется на гистогене. Но есть врачи, которые этого не понимают. Но некоторые врачи дают комбинированный оральный контрацептив. Потому что на нем у тебя восстановятся менструации, ты еще и контрацепцию получишь. И это большая ошибка, потому что кок, к сожалению, проблему не лечит. Кок только замаскирует проблему, она будет видеть вот эти менструалоподобные кровотечения на отмену, да, вот этих активных таблеток, а процесс-то будет продолжаться. И, к сожалению, это не будет влиять никак на минеральную плотность костей, особенно у подростков. Вот сейчас есть исследования по вот этому эстрогену, который в заместительной гормональной терапии есть, да, и его действительно иногда назначают, не иногда, а часто назначают при ФГА, он сохраняет минеральную плотность костей, но никак не комбинированный оральный контрацептив. Там вообще другой гормон совсем.
Поэтому, конечно, ни в коем случае этого делать нельзя. Что делать с гинекологом, который назначил, не могу сказать. Не знаю. Если, наверное, поставили РПП, то менять гинеколога только. Я не люблю вот эту фразу очень, да, меняйте врача, но, наверное, в этой ситуации действительно стоит врача поменять. Ну, и, конечно, должна быть дотация кальция обязательно, 1000-1300, да, для костей. Витамин D, вот это международные рекомендации, все-таки мне кажется, что это низковат. У нас нет исследований, да, по большому приему большой дозы витамина D, и вокруг него, в общем, много всяких то надо, то не надо. Вот все-таки считается, что много витамина D – это хорошо. И много хорошо не то, что 300 тысяч, а вот, допустим, 50 тысяч в неделю – это хорошая дозировка витамина D, который восполняет действительно, потому что это считается гормоном. Вот, поэтому витамин D обязательно. По поводу коков, Екатерина, я ответила? Да. Да, да, я здесь очень счастлива, что мы едины, да, потому что мы, в принципе, родителям так и советуем, пожалуйста, не маскируйте это препаратами. Это действительно девочек тоже немножко расслабляет. Ему кажется, мам, ну вот смотри, я же тебе показываю, у меня есть месячные каждый месяц, да, а по факту там недоедание продолжается, и это немножко фокусом уводит от того, что нужно держать под контролем. И вообще коки, вот на мой взгляд, таких исследований нет, но я все-таки считаю, что коки – это обман гипофиза. То есть мы даем комбинированный оральный контрацептив, женщина его принимает, там определенная дозировка эстрогенов и прогестерона. И мы вообще, как они работают? То есть мы выпили, мы послали гипофизу сигнал, что ты там никакой ФСГ, ЛГ не вырабатывай. У нас нормально гормонов, у нас всего достаточно. Коки – это как будто вы в беременности, в такой легкой находитесь, немножко беременная. Поэтому гипофиз не вырабатывает эти гормоны, то есть он засыпает. И есть такой диагноз, диагноз гиперторможения, синдром гиперторможения яичников, когда на отмену коков у женщины менструация не начинается. То есть гипофиз, он так в тормозе в этом и остается. А нам при РПП нужно, наоборот, запустить все эти механизмы. Поэтому вот препараты коков, наверное, даже если ей нужна контрацепция, точно не стоит его давать. Презерватив в данном случае, да, наверное, будет лучше. Спасибо. Прям облегчение, да, что мы услышали то, что казалось нам очень логичным. Лен, спасибо большое. Следующий есть слайд? Да. Ну, Вот. посмотри, ну вот как разговаривать с Да. дочерью, Наташа, ну вы об этом сказали уже, да, что вы скажете, Да. поэтому я думаю, что вы, по Я вот интересу. в контексте хотела как раз наоборот спросить еще не как разговаривать, а как вообще поддержать дочь, ну или в целом подростка в ситуации, когда у него или РПП, или даже, допустим, давай здесь объединим и какие-то проблемы, которые обратилась девушка к гинекологу. Ну, то есть, когда еще такой подросток или молодой взрослый, но живет внутри семьи с родителями, и как здесь родители могут поддержать ребенка своего, справиться со своей проблемой или со своим болезнью. Вот именно в контексте РПП или вообще? Ну, Лен, для вас, наверное, как в контексте гинекологии, потому что РПП, наверное, Екатерина сейчас более раскроет. Или не было Ну, таких вот случаев? Мне кажется, все-таки часто бывает, что девочки приходят вместе с мамами, или же без мамы, но им точно нужна поддержка взрослого внутри семьи. Наташа, вообще это большая проблема, потому что с мамами разговаривать сложно, очень сложно. И учитывая то, что у меня, ну, то есть я вообще психологию, несмотря на то, что я глубоко погружена в сексологию, вот я как-то психологию, у меня даже сейчас был блок на обучении, я стараюсь ее убрать, потому что я вот эти ваши этические моменты, для меня это прям, я не могу просто. Я хочу стукнуть по столу и сказать, короче, ты сегодня принимаешь 50 тысяч витамина D, а завтра ты принимаешь 1300 кальция, да, потому что я не могу вот это вокруг да около, а комфортно ли тебе будет об этом поговорить, а как тебе это откликается, да я вот не могу, и поэтому я поняла, что я как сексолог не могу разговаривать. Но, к сожалению, к великому сожалению, мамы, которые приходят ко мне с дочками, им нужен психолог самим. Им нужно учиться разговаривать с дочками, несмотря вообще, то есть что касается вируса папилломы человека, и что касается контрацепции, и питания, и всего. То есть нам самим нужен психолог. И только после этого мы можем, да, как-то общаться со своими дочками. Потому что иногда бывает, что ой, да сейчас она мне там в подоле принесет, ой, да что это такое. Да поэтому я стараюсь с мамами вообще не общаться. Всегда общаюсь с дочкой, если она может сама присутствовать. Всегда спрашиваю у дочки, что беспокоит именно вас, а не вашу маму. Да, и
Вот как разговаривать? Ну, принимать, наверное, ни в коем случае не осуждать, да, говорить, что, ну, менструация вернется обязательно, а не вернется, значит, сейчас есть много всяких возможностей ее вернуть. Ну, даже в конце концов, если вот эта 35-летняя моя пациентка не забеременеет, мы найдем ей донорские oocyты, возьмем ей суррогатную маму. Ну, в конце концов, да, уж если вдруг что-то не получится, а с вами мы уже это проработаем, если вдруг она этого не захочет. Поэтому Ну, конечно, повезло вашим пациентам, Лен, потому что здесь вы не только в роли как компетентного врача, но все равно с эмпатией, потому что даже если не используя психологические наши конструкции, интервенции, то обычно в таких докторах люди, пациенты видят большую поддержку, и они знают, что они могут прийти и, по крайней мере, да, с кем-то это обсудить. И в том числе я говорю про молодых людей, которым действительно иногда они чувствуют себя одинокими в семье. Поэтому здесь вопрос, наверное, к Екатерине, как рекомендовать, как родители могут поддержать подростка в период восстановления или в сложный период болезни. А, Именно про РПП мы сейчас говорим, да, как Да. поддержать, если ты Мгм. заметил, что у твоего Да. ребенка уже это есть, да, или вы уже на пути восстановления. Но, наверное, вот абсолютно верно, о себе тоже заботиться, да, о какой-то своей устойчивости, потому что ребенку нужно показать, что ты для него сейчас являешься опорой. Не что ты как истеричная мама там бегаешь, ищешь, не понимаешь вообще, что происходит, и выливаешь эту свою обеспокоенность, в том числе на ребенка. Да, вот здесь вот важно показать, что я для тебя являюсь опорой. Можно признавать о том, что ты тоже впервые столкнулся с этой болезнью, потому что для родителей многих РПП это шок, это вообще это не понимаешь, что происходит, приходится изучать, погружаться. И важно здесь обозначить, да, там, дочь, ты знаешь, я сама впервые с этим сталкиваюсь, но я тебе точно помогу, я во всем разберусь, мы с тобой обязательно пойдем к какому-то важному, нужному специалисту. И здесь я бы разделила. У нас есть РПП, который требует безотлагательной помощи, без как раз вот этих сюсю-мусю. Этого как раз истощение. И здесь мы как раз действуем вот таким способом, когда так, мы сейчас едем к врачу, и мы, если надо, мы ложимся в больницу. То есть мы здесь не торгуемся, мы должны отставить эту мысль о том, что я дождусь, пока моя девочка сама захочет вылечиться от анорексии. Пациенты, клиенты, которые болеют анорексией, они, как правило, сами не хотят выздоравливать, потому что это очень глубокие когнитивные искажения. И они дают нам отрицание диагноза. Таким людям кажется, что с ними все окей. Они очень держатся за свою болезнь. И мы здесь не дожидаемся, когда наступит просветление, ребенок наконец-то начнет есть. Мы идем, берем в охапку такого ребенка, мы его поддерживаем, мы признаем, что ему сейчас тяжело, но мы действуем твердо и четко. Вот этот главный момент. Если подкрадывается пока такое еще РПП, скажем так, в такой субклинической форме, да, и мы видим, что это какие-то первые звонки, там какой-то отказ от сахара, да, там какой-то контроль калорий начался, где-то там, не знаю, на дне рождения тортика ребенка тоже отказался, мы можем здесь через вот я сообщение как раз, да, действовать и говорить о том, что я замечаю, что что-то у нас вот изменилось. Я вижу, что раньше мы с тобой вместе чай пили, ты всегда со мной разделял десерт, а сейчас ты как будто бы его опасаешься. Можешь поделиться, что происходит? Давай с тобой как-то это обсудим. Через я сообщения и свои наблюдения без наездов. Да? Ну, то есть показать, что я замечаю, я беспокоюсь, я могу тебе предложить какую-то помощь. Давай с тобой попробуем это решить. Вот, наверное, ключевое здесь вот это. Да? Без осуждения, без критики и каких-то излишних эмоций. А для этого надо беречь себя. Для этого нужно какую-то вот эту устойчивость внутреннюю тоже в себе контролировать. Высыпаться, есть, отдыхать и давать ресурс ребенку. Ну и как вот подведу резюме, разделила бы я на это на две части. Есть у нас экстренные меры, когда мы действительно видим, что ребенок уже в очень плохом состоянии, и так часто бывает, что истощение колоссальное уже. А есть ситуации, когда мы можем еще попробовать действовать мягко. Но мне кажется, здесь еще, когда как раз после, допустим, если была госпитализация, вернулся ребенок и идет процесс восстановления, здесь тоже вот жесткая мера в качестве, как и Елена продемонстрировала. То есть, допустим, родители даже могут уходить с работы, какое-то Да. время брать отпуск и сидеть с ребенком, полностью контролировать вместе за столом. Вот сейчас ты ешь это. Да, это Э, семейный протокол. Вы, Наташа, тоже знаете про него, безусловно, да. Это когда вся семья сплачивается вокруг вот этой проблемы. И действительно, многие даже уходят с хороших там каких-то должностей, находятся рядом с ребенком, контролируют, чтобы еда съедалась, чтобы она съедалась достаточно вовремя, чтобы ребенок не увлекался отработками, компенсациями, достаточно там восстанавливался, принимал таблетки и так далее. Это все тоже такие планомерные, системные, семейные меры.
Супер. Мне кажется, мы основные вещи обсудили. Мы сейчас будем завершать. У меня есть несколько таких полезных советов, ну, как таких спойлеров, да, прям советов конкретно, что можно там есть, как правильно есть, то есть как собрать эту тарелку. Если вы, например, заметили, что ребенок начинает что-то исключать, ну, в том числе и для всех нас, для взрослых, которые тоже вечно там следят за питанием и там или делают понедельники голодные, четверги рыбные, или сидим мы на FMD и так далее. То есть мы против диетического поведения, мы говорим о полноценной еде. И я бы хотела, наверное, здесь спросить, как должна быть выглядеть нормальная тарелка. И, кстати, если есть вопросы у участников, тоже пишите, мы готовы сейчас отвечать и будем заканчивать. Кать, может быть, расскажете, да, то есть как вообще какие-то правила, да, нормального питания, да, я не боюсь здесь Мгм. слово использовать, правильного питания, это обычного, но нормального питания, что можно себе Мгм. такое зафиксировать, как какую-то структуру. Ну, я бы такие прям базовые, самые простые штуки Мгм. назвала. Это, наверное, три основных приема пищи, то есть завтрак, обед, ужин, в котором есть достаточное количество сложных углеводов. Почему говорю про сложные углеводы? Потому что именно их почему-то сейчас принято демонизировать. Они у нас вылетают часто. Это важнейший источник энергии для мозга и для тела. То есть если у нас завтрак есть какая-нибудь там, не знаю, овсянка плюс там яйцо или там хлеб, да, яичница, в обед у нас есть какой-то любой гарнир, там рис, гречка, макароны, картошка – это тоже сложный углевод, хлеб – это тоже сложный углевод, все мучные изделия, по сути, тоже сложные углеводы. И в ужин, пожалуйста, тоже не исключайте те самые сложные углеводы, потому что если мы в ужин их не доедаем, мы себе такую почву для срыва на дальнейший день формируем на самом деле. Вот, то есть три основных приема пищи. По необходимости люди могут добавлять один-два перекуса. Зависит от того, насколько у них длинный день, насколько они много бодрствуют, насколько у них высокие энергозатраты. Но вот как будто бы чаще всего люди приходят к такому типу питания. Три основных приема пищи плюс один перекус между завтраком и, прошу прощения, между обедом и ужином. Здесь мы следим за тем, чтобы у нас не было больших пропусков. Больше 4 часов пропуск между приемом пищи – это уже тоже подготовка почвы к тому, чтобы переесть в следующий прием пищи. Ну и в целом мы не избегаем овощей и фруктов, мы не избегаем жиров, 100% они тоже попадают порой под раздачу. То есть в каждом из основных приемов пищи у нас должна быть какая-то составляющая жиром. Либо это соус, либо это масло, либо это жирный сорт мяса или рыбы, либо авокадо, да, то есть какие-то жиры обязательно должны присутствовать. А для женщин, которые еще восстанавливаются из дефицитов, мы, конечно, говорим о кальции. То есть это должны быть какие-то кальций-содержащие продукты, желательно тоже там 2-3 раза в день. Ключевое – наличие сложных углеводов, небольшие пропуски между едой, достаточное количество всех групп продуктов: белки, жиры, углеводы, клетчатка, еда, еда для радости. Вот, наверное, еще то, что я не сразу упомянула. То есть я резюмирую, получается 3 раза в день, три основных приема пищи, завтрак, обед и ужин у нас Мгм. обязательно. И в каждый этот прием пищи у нас есть углеводы, как гарнир, там Мгм. картофель, гречка, рис и так далее. Мгм. Белок, то есть это там мясо, рыба, даже Яйца, яйца. творог, да, все что угодно, морепродукты. И клетчатка, то есть зелень, да, такое тоже, что хрустит. Зелень, фрукты, между прочим, в гарнирах тоже клетчатка содержится, в гречке тоже есть Мгм. клетчатка, да, но это могут быть овощи, фрукты, да, это могут быть какие-то бобовые, в них тоже есть клетчатка, да, то есть очень много у нас всяких разных источников: свекла, капуста, морковка, это все тоже клетчатка. То есть тарелка такая красивая, на 3 части разделена, где у тебя белок, жир, углеводы и клетчатка, да, то есть такое у тебя полностью скомбинировано. Это завтрак, и обед, и ужин. Это не значит, что на ужин надо только рыбку с овощами съесть. Вот это да, я прямо сильно не люблю это, потому что я вижу, как люди боятся есть углеводы вечером. На самом деле у нас абсолютно не важно, в какое время дня мы эту пищу получили. Люди полнеют не от того, что они съели углеводы вечером, а от профицита в целом за весь день. А профицит, как правило, формируется как раз из-за недоедания. Из-за того, что мы вчера не доели, мы завтра или там послезавтра мы съедим намного больше. И, соответственно, это может каким-то образом уйти в жировое депо. И вот эта еда для радости – это то, что мы говорим. Кусочек тортика, конфетка, да, чипсы, кто любит, Мороженое. Да. мороженое, пиво, бокал вина. Это все по. Это уже напиток для радости, я бы так это назвала. Окей, пусть будет, да. То Да. это вот как раз после основного приема пищи. Не просто не вместо,
а Вот, да, вот это после. ключевое, не вместо, а после, да, и мы не заменяем еду какими-то вот этими, как раз не заменяем еду едой для радости. Если мы действительно искренне голодны, уже прошло много времени с предыдущего приема пищи, поешьте вы сначала вот эту полноценную тарелку, а потом можете себе позволить любой там десерт или бокал вина для радости. Да, то есть, как Светлана Бронникова говорит, под одеялко положите, уложите этот бокальчик или кусочек тортика. Да, э, укройте одеялом из салатика, Мгм. гарниры и котлетки. Да, и тогда все будет нормально. То есть получается, и перекус в том числе, он как маленькая порция такого же полноценного приема пищи. Да, На- перекус это наша, знаете, как я люблю говорить, это такая докатка. Вот ты когда понимаешь, что ты сейчас не доедешь до ужина, да, тебе нужно какой-то вариант дожить, по сути, до ужина, и ты какой-то небольшой прием пищи себе организовываешь, он не закрывает твои потребности полностью во всех этих микро- и макронутриентах, но он тебе позволяет с более-менее адекватным чувством голода прийти вечером домой и спокойно себе все это собрать, а не накидываться на все подряд, потому что ты уже слишком запустил свой голод. Вот, то есть перекусы спасают. И вот последний вопрос, пример которого был там условно мальчика 10 лет, который входит в подростковый возраст и стал пухленьким. И когда Мгм. родители рискуют и говорят, что все, поисключаем сладкое, как тогда в таких случаях поступать родителям? Мгм. Но в целом самый лучший вариант будет на самом деле ничего не делать, да, то есть дать ребенку спокойно вырасти. Бывает, что у них начинается какая-то физиологическая тяга больше к углеводной еде, потому что высокие энергозатраты в этот период. И дети, если их не трогать, они сами очень классно регулируют, что вот сейчас у меня больше склонность там, к гарнирам, а, например, на следующей неделе у меня больше на белковую пищу будет тянуть, и в конечном итоге он в такой некий баланс выходит. Но самый лучший вариант это сделать как бы такие, ну, скажем так, не диетические методы регуляции веса ввести. Это добавить прогулок. Например, после ужина договориться, что всей семьей мы идем прогуляться. Добавить, в принципе, на стол этих выборов овощей и фруктов. Да, если раньше как будто бы западала эта группа продуктов, можно всей семьей немножечко, чуть-чуть перестроить, что мы едим не только макароны с котлетой, но у нас появились там салаты с капустой и свекла, например, да, на столе, и ребенок, глядя на родителей, будет тоже, возможно, это добавлять. Вот эти моменты. То есть клетчатку добавить, добавить разнообразие, следить за тем, чтобы у ребенка не было больших промежутков между приемом пищи. Прям вот поспрашивать, понаблюдать. А ты в школе вообще ел что-нибудь сегодня? Бывает такое, что ребенок в школе не ест, приходит, у него был завтрак в 8 утра, а следующий прием пищи в 3 часа дня. Это колоссальный промежуток, этого не должно быть. Ребенок обязательно должен точно так же там каждые примерно 3-4 часа что-то съедать. И если вот это тоже подкрутить все, то вполне возможно, что ребенок и сладкого не будет так сильно хотеть, как он вам показывает, и вы вдруг забеспокоились. Прогулки, клетчатка, режим. Сон тоже, пожалуйста, берем во внимание. Если ребенок не досыпает, мы с этим немножко можем поработать. Ложись пораньше, вставай там, так же, как раньше, но ложись хотя бы пораньше. Спасибо большое, коллеги. Будем завершаться. И я хотела попросить каждого из вас сказать вот какие-то такие напутственные слова родителям. Что бы хотелось такое сказать на будущее родителям, чтобы им помочь переживать эти сложности и как бы это, как бы это звучало поддерживающе. Как бы это звучало поддерживающе, я бы, наверное, напомнила родителям, что они являются самыми лучшими экспертами по своим детям. И никто лучше не знает своего ребенка, чем родитель. И если ему кажется, что что-то идет не так, да, то, скорее всего, ему не кажется. И здесь, наверное, можно где-то перебдеть и отвести, например, ребенка на диагностику к какому-то хорошему врачу. И, может быть, выйти из кабинета с облегчением, что все в порядке, там, и с пищевым поведением, и с весом, и с гормонами, и с анализами, а может быть, вовремя отследить, что что-то началось такое патологическое уже, и знать, что это точно можно решить, да, что есть меры, есть протоколы, есть хорошие специалисты, и можно обязательно найти помощь, если не запустить этот процесс. Ну и напомнить про то, что да, вы вправе не знать об этом РПП, но вы точно можете немножечко в этот вопрос копнуть и помочь своему чаду. Лена, а ты как гинеколог, что бы ты сказала? Я хочу сказать, что сейчас вообще существует так много всяких методов коррекции любого состояния. Вот я уже начала об этом говорить, что мы можем сделать, понятно, что тяжело, и сейчас состояний больше, и заболеваний больше, и знаем мы больше, осведомленность больше. Но нужно понимать, что у нас сейчас огромное количество всяких инструментов, да, для того, чтобы это все решить. Вот 30 лет назад мы и не знали, что есть такое РПП. У женщин заканчивалась менструация в 30 лет,
лет, и все думали, что у нее ранний климакс, а у нее на самом деле менструация закончилась, потому что она просто есть перестала. Поэтому я хочу сказать, что любая проблема, которая сейчас случается, отсутствие менструаций, или ранний климакс, или РПП, или что угодно, это все решаемо. И таблетки есть, и препараты есть, и в конце концов есть психиатры грамотные, психологи, которые специализируются не только, да, на копании в родителях, но еще и по проблеме РПП. Поэтому вот сейчас решить можно вообще любую проблему, поэтому переживать и вот впадать в панику совершенно точно не стоит. И, наверное, я тут присоединюсь, и не нужно прятать голову в песок и говорить, нет, это не с нами, это не со мной, такого не может быть. Может. Если вам кажется, то не кажется. Просто вот, да, быть открытой к этой правде и знать, что точно это все можно решить. И среди нас всех есть хорошие специалисты, и наука идет вперед, и сколько международных протоколов, которые людей вылечивают. Поэтому я всем желаю здоровья. Я очень благодарна, что согласились Екатерина прийти, Елена, и что у меня тоже нашлись силы запустить этот процесс и вернуться в YouTube тоже, by the way. Спасибо всем большое. Если остались какие-то вопросы, пишите в наших комментариях, а в описании к этому видео я оставлю ссылки на канал Елены и Екатерины, на свой, и остаемся на связи. Спасибо большое. Всем Даша, пока. Спасибо, спасибо коллеги. большое, да, что она взяла на себя Спасибо. эту организацию. И мне кажется, это был крайне важный разговор. Я для себя тоже, как человек, работающий с подростками, многое узнала. Елена, спасибо большое за вот это объяснение на сложной схеме, но очень доступными словами. Поэтому это, правда, было полезно, и, я думаю, для нас, для каждой. Я Спасибо. тоже. Смогу съесть пельмени теперь вечером, На кстати. здоровье. Начала с того, что если утром съем, то вечером не буду, а вот сейчас ухожу с полной уверенностью, что вечером тоже могу. И вином Конечно, еще запью. да. Вот. Если тело требует, и надо есть. Ну что ж, Спасибо вам тогда большое, до новых коллеги. встреч.